Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, приветствую вас на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября, уже ноябрь. Мои дорогие львы, вот так быстро время летит. Сама села первое видео, которое делала для овнов, и меня просто осенило. Боже мой, а времени-то не осталось. Скоро будем подводить итоги. Наверное, по итогам какое-то видео сделать нужно дополнительно. Ваши предложения принимаю. Пропишите мне в комментариях, что вам интересно, какие вопросы вот до конца года. Время подводить итоги. Поэтому буду благодарна вашим откликам. Ну, а мы переходим к нашему таро-прогнозу, гороскопу. Будем реалистами, всегда к этому призываю, потому что карты не расскажут о личной истории каждого из нас. Все-таки общий прогноз – это информационный характер. Но я так думаю, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки вы все равно для себя увидите. Итак, что важно знать, давайте достанем первую карту, что на эту неделю. Вообще ожидается неделя спокойная относительно для всех нас. Какие-то, может быть, более рутинные дела. Давайте узнаем. Итак, что важно знать, вторая карта. Чего не избежать или неожиданности? С чем мы можем столкнуться теоретически? Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Что скрыто? Давайте такую карту. Может быть, мы что-то не видим, где-то заработались, не подмечаем, не придаем значения. А может быть, и кто-то скрывает. По основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Давайте мы посмотрим денежную энергию на эту неделю, что нам расскажут. Личная жизнь. И достанем карту совет. Подведем итог. Итак, что важно знать? Дальше можно не смотреть. Я говорю, когда карта либо сила выпадает, либо маг. Ну, как вот ни крути, все равно все в вашей власти. У вас сильная позиция. Понятно, что у каждого свои нюансы, как я говорила. Но это значит, ну или таким путем, или каким-то другим. Есть такая хорошая пословица. Не очень литературная, но тем не менее суть передает. Не мытьем, так катаньем. То есть таким или иным способом мы все равно добиваемся того, чего мы хотим. Единственный момент. Вот эмоции нужно держать на коротком поводке. Потому что энергетика как у мага. А маг, он у нас очень человек хладнокровный. Тот, который больше где-то совмещает интеллект и иррациональное. Поэтому спешка как будто исключается в этот период. Важно будет подмечать какие-то мелочи, что происходит вокруг, какие новости к вам приходят. Но это не значит, что мы быстро каким-то импульсом торопимся куда-то. Нет, мы сначала спокойно подумаем. Но вообще сильная позиция. Нет ничего невозможного. Прекрасная. Тут на все планы прекрасная неделя. Чего не избежать? Вот как раз вы можете решать как будто две задачи или два направления. Первое – любовь, отношения. И вторая задача – финансы. Финансы как будто льва. Неважно, в каком они количестве. Сейчас время такое. Мы планируем, подарки планируем, праздники планируем, на будущее работу планируем. То есть тут абсолютно с разных таких вариантов, модификаций могут приходить для нас выводы, что ну как-то хотелось бы денег побольше. Или больше взаимопонимания хотелось в отношениях. И опять же, у кого-то по работе, у кого-то в личной жизни. Нет какой-то синкопы. Кстати, мелкая карта, которая, она не имеет долженствующего значения на длительный период. Но, видимо, где-то так, если начнем что-то анализировать, то придем к выводу, ну нет, как-то что-то не очень, несмотря на сильную позицию, как финансы, ну не хотелось бы больше, так и отношения. Опять же, хотелось бы больше взаимопонимания, может быть, какой-то радости. Возможно, с учетом карты сила. У вас сейчас, как я сказала, продуктивный период и стоит какой-то режим многозадачности. Может быть, многое, что нужно успеть сделать. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Ну вот точно, раскисать не время. Посмотрите, две пятерки. Вот карта силы. Самое главное, знаете, не начать что-то тут анализировать. Или, как воспоминание, былое и думы. И вот в этих самых думах мы начнем искать черную кошку в темной комнате, которой, в принципе, там нет. Но мы можем увязнуть, словно, вот в каком-то разочаровании. Поэтому, снова повторяю, неожиданностей как таковых нет. Если мы берем событийный ряд,
ну, каких-то тех событий или метаморфоз, или чего-то такого, что с нами происходит извне приходящее, да, то, что мы не влияем, не можем изменить. То есть, в принципе, спокойный период, и все в вашей власти. Но, видимо, вот это мелкое разочарование, что ну не так, как мне бы хотелось, просто может помешать тем, что мы сядем и начнем обдумывать. Причем не как что-то сделать, а как бы было хорошо, или почему произошел такой случай, почему меня человек не понял, почему меня вовремя не заплатили. А по сути-то мы на это не влияем. И, короче говоря, чему сейчас не время? Хандре, мои дорогие львы и львицы. Хотя при сильной позиции две пятерки. Пятерка это всегда, ну вот чего-то как будто не хватает. Ну вот так вот как будто и проигрывается. Что будет помогать? Победа. Вот сколько тут про пятерки нам бы дважды не сказали, посмотрите, помогает победа. Правда, сильная позиция. Мои дорогие львы, вообще гоните прочь всю эту глубокую философию на мелком месте, потому что, во-первых, ситуация другая. Тут именно эмоциональный фон, когда, может быть, мелочь какая-то, да, у кого-то буквально, как мы говорим, не с той ноги встал, или кто-то что-то сказал из разряда ляпнул, ну, а мы вдруг задумались и начали анализировать, почему человек это сказал. А у человека тысяча своих проблем и плохое настроение. Он просто действительно взял и ляпнул. Как будто нет того, чтобы вообще стоило об этом думать, если мы про пятерки. У вас есть какая-то победа, вы можете ее где-то не видеть. И если выпадает карта победителя, это не только про сильную позицию, а это еще про то, что мы должны удерживать все то, что мы имеем. Как будто вот это будет важно. Нет тут какого-то форсажа, какие-то горы покорять или какие-то перед собой задачи, непреодолимые препятствия ставить и пытаться решать вопросы. Спокойная, правда, неделя, которая пройдет в ключе ваших, ну, каких-то планов больше. И на самосохранение, и сохранение собственных позиций, репутаций, финансов, ну, всего чего угодно, всего того, что вы уже добились. Сама по себе очень продуктивная еще неделя. Дела, работа, бизнес. Вот правда, вот ненужная философия. Одна карта, которую мы достали, дела, работа, бизнес, и у карты восьмерка мечей. Одно значение. Не мешайте себе. Это как раз про хандру, про какую-то глубокую философию, про то, что мы можем что-то анализировать. То, что анализировать не нужно, это надо просто забыть. Это как мусор, надо избавиться от этого, понимаете? Поэтому достаточно карты силы, как я в самом начале сказала, можно вообще дальше карты не доставать, потому что тут хоть на работу, хоть на деньги, хоть на личные достижения, то это все у нас с плюсом. Если вы что-то будете планировать на эту неделю, дважды с плюсом на последующий период, как планы перед собой, тезис планы составлять, минимум, максимум. Самое главное, но не время, наверное, эмоциям, понимаете? Вот и даже дела, работа, бизнес. У нас ведь все идет хорошо. Что может быть еще лучше? Карта силы и карта победителя. Причем в таких серьезных позициях. Но как будто мы все решим, но какая-то ложка дегтя, которую мы сами себе создаем, она может помешать. Что с финансами? Новые способы заработка, у кого-то новые предложения, у кого-то просто инсайт. Кто-то захочет заниматься хобби или творчеством. Не гоните от себя эти мысли. Тут как будто по пажу жезлов, вот как раз тебя чем-то надо вдохновить. И у нас выпадает это на деньги. С одной стороны, деньги будут, нам уже где-то говорят и сказали об этом. Но если мы смотрим в контексте «хотелось бы увеличения», то тогда ваш внутренний подсказчик, как ваша душа, интуиция, или вы случайно, может быть, услышали фразу какую-то, так бывает, а потом мы додумываем сказанное и как-то примеряем на себя. В результате у нас какая-то эврика может получиться. Вы, одним словом, таким или иным образом можете прийти к выводу, а не попробовать ли мне себя в каком-то новом деле. И я могу предположить, что может быть, для большинства из вас это будет та мысль или ваш какой-то проект, задумка, которая уже давно, это не совсем что-то с нуля, а то, что вы намеревались осуществить,
Ну, либо на потом, либо как-то не время было, или какие-то обстоятельства мешали, или, ну, еще какие-то события. А здесь вы придете, можете, по крайней мере, прийти к выводу, что надо пробовать. В каком-то новом деле явно я заработаю больше, явно я получу больше вдохновения. Вот проанализируйте, что это в вашей жизни. Но деньги будут. И в личной жизни у нас тройка жезлов, очень сильная позиция. Ну, вообще сама по себе тройка жезлов – это карта уверенности, когда у нас все под контролем. Вот вам и победитель, вот вам и карта сила. А вот какая-то вот мелкая такая мишура в виде эмоций вам может этот фон так искажать немножко. Помните, что где-то сомнения в самом себе, как и страхи какие-то внутренние, вот эта глубокая философия, это все искажает реальность. С вашей сильной позиции надо быть в моменте здесь и сейчас. И на личную жизнь. Здесь у кого как. Очень положительная карта. Хоть если вы один или одна и намереваетесь познакомиться, вы можете познакомиться, правда? Даже занимаясь любыми вопросами по работе, или поехав куда-то, отправившись, или, ну, совершенно случайно может у кого-то произойти это знакомство, если, опять же, вы этого хотите. Для тех, кто в паре и у вас все хорошо, как бы тут только еще лучше, и, скорее всего, вы будете словно заодно со своим партнером что-то планировать на будущее, предполагать. Кто-то из вас может задуматься о дороге или поездке, или переезде, или будет планировать какое-то короткое путешествие, но определенно куда-то отправиться, как будто есть интерес. Или это может говорить, кстати, что вы со своим супругом или супругой или партнером можете даже организовать семейный бизнес, правда? С учетом вот всех карт, и их больше смысл сводится к какому-то, ну, как бы деловому стилю или к тому, что мы хотим все-таки как достижение осуществить. А для кого-то это может быть, ну, знаете, вот что-то, какой-то интерес словно у вас появляется на этой неделе. Или вот как ваше решение. Дай-ка вот то, что я обдумывал, я себя в этом деле попробую. И нет, как будто вот мы тоже не торопимся на этой неделе. Может быть, что-то просчитываем, еще планируем, состыковываем какие-то вопросы, у каждого по-своему. Но вы придете к выводу, что определенно мне что-то стоит менять и каким-то образом добавить себе драйва в жизни. Или в хорошем смысле каких-то вариантов новых, либо новизны в ваших отношениях. Это может быть просто поездка совместная куда-то, может быть недалеко. Или есть еще какой-то у вас интерес. Но по тройке жезлов тут может быть очень много разных позиций, но я повторюсь, это оптимизм, это легкость на подъем, это именно желание радоваться, посмотреть мир, может быть открытым миру и себя-то попробовать в новом деле. Но не спешит человек, показанный на карте. Хотя он нам показан со спины, он как будто отвернулся уже к прошлому, точнее повернулся спиной и смотрит уже вдаль, в горизонт. Но пока корабль не зашел в гавань, он еще как будто последний штрих, может быть, наводит. Мысленно проигрывает какие-то ситуации. Но перспективная карта – это сама по себе карта перспективы. У кого сложные отношения, можно помириться. Опять же, как вы львы захотите, так вы и повернете корабль своей личной жизни. Давайте мы посмотрим карту совет. Ну, правда, вот все, что я сейчас говорила, десятка кубков. Обратите в любом случае внимание на личную жизнь. При всех таких сильных позициях карты на достижение нам все же выпадает десятка кубков. С одной стороны, это благополучие во всех сферах, но все же кубки здесь и про любовь, взаимопонимание, тепло, нежность, ласка, когда, знаете, без какого-то форсирования просто даже люди готовы своему любимому или дорогому человеку чем-то помочь, или выслушать его, или составлять те самые планы на какой-то последующий период, и это тоже объединяет, если это в паре. Тут, посмотрите, нам изображена как будто пара, как будто дом изображен. Для кого-то из вас это будут вопросы, связанные, может быть, с жильем, может быть, с переездом далеко. Ну, наверное, самое разное. Палитра, как и возможностей, так и самое главное, нашего счастья,
нашего качества жизни, когда все в полном балансе, и хочется, с одной стороны, помечтать, а с другой стороны, что немаловажно, воплотить это в реальность. Что скрыто? Ваша карта королева жезлов. Да, вы что-то будете обдумывать, точно. У львов есть какая-то мысль, идея, о которой я никому не скажу. Королева жезлов умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И правда, нам карты тоже говорят, пока мы еще куда-то вроде как не стартанули, есть смысл детально обдумать. И пока не предвосхищать успех. Удача любит тишину, счастье тоже любит тишину. Поэтому сказать, что что-то скрыто от вас, нет. Это ваша карта, это вы что-то будете скрывать, мои дорогие львы, как будто боясь проговориться, как будто предвосхитить что-то. И, ну, как есть такое выражение, сам себя сглазил, да, вот проговорив, как будто заранее поставить какое-то удачное мероприятие под сомнение, вот вам не захочется. Это вы будете скорее где-то здесь ловким манипулятором, правда, по карте сила так и проходит. Мы говорили, энергия мага, где-то серый кардинал, который так незаметно решает свои вопросы, но именно в том направлении, ключе, как он хочет. Ну вот где-то, просто здесь у нас жезлы выпадают, это огонь, и ваша стихия огонь. Значит, будет тема, дело, задание или что-то вас так заинтересует, захватит и придаст как и оптимизма, так и где-то вдохновения, так и реального воплощения. Но пока об этом не стоит говорить. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.